Знакомо ли вам это чувство? За окном бесконечный дождь, серое небо, а впереди лишь цепь одинаковых дней. Кажется, что единственное окно в мир — это холодный экран телефона. Листаешь, листаешь, а на душе все как-то тихо и тоскливо. Осень наступает не только в городе, но и также в нашем настроении, принося за собой грусть и апатию. Но что, если я скажу тебе, что эта осень может стать самой уютной, творческой и запоминающейся? В этом видео я собрала для вас кучу идей, как отложить телефон и найти себе занятия на эти уютные осенние деньки. Будем согреваться, творить и заряжаться атмосферой. Всем привет! Добро пожаловать на этот канал, если вы тут первый раз, а если нет, с возвращением, рада вас тут видеть. Как вы могли понять по названию ролика, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о целых 20 идеях, чем можно заняться осенью. Если вам скучно, если у вас пропало настроение, если вы просто сидите в телефоне и не знаете, чем заняться, я составила для вас такой вот списочек. И, возможно, вам что-нибудь понравится из этого списочка, и вы сможете скоротать время и заняться чем-то интересным. Как всегда, рекомендую подписаться на все мои соцсети, они есть здесь и также указаны в описании этого ролика. Также обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что тут много всего полезного. У меня много всяких подборок на канале очень часто выходит. Вы можете зайти и просто посмотреть, о чем я снимаю. Буду очень рада вашей подписке, комментарию, лайку, не знаю. В общем, кстати, я вот так вот сегодня по-осеннему приоделась. Выбрала такие теплые тона осенние, так что напишите в комментариях, подходит ли мой образ под этот вайб. Правда, листья у меня зеленые, такие летние, больше на фоне. И также хочу сказать, что я немножечко разделила все видео на небольшие категории, которые для удобства вы можете пролистывать по тайм-кодам в описании видео. Первый пункт я считаю довольно банальный, но все равно о нем стоит сказать, потому что это киномарафон. Для того, чтобы поднять ваше осеннее настроение, можно составить для себя целый список фильмов, которые у вас ассоциируются с осенью, которые у вас ассоциируются с этой теплой атмосферой, которая уже постепенно переходит в такую мерзлоту. У этого есть свой особенный вайб. Я обожаю смотреть ролики осенние, не знаю почему. Так вайбово становится и не так грустно, когда дождь за окном льет. Переходя к фильмам, я подобрала для вас небольшой списочек фильмов, которые вы можете глянуть в свое свободное время. Первый фильм «Дьявол носит Прада». Сама его смотрела, сама его обожаю. Кстати, скоро выйдет вторая часть. Ждем все с нетерпением, я считаю, потому что безумно классный фильм. Если вы еще не смотрели, я вам завидую. У него, знаете, такие рабочие, серьезные деловые вайбы. Постоянно какая-то спешка, ассоциации с кофе, с делами, с какими-то такими буднями, да, как говорится. И я считаю, что это довольно атмосферно для осени. Следующий фильм — это «Сплетница». Девочки, классика осеннего Нью-Йорка, как бы о чем говорить тут. Все знают этот сериал, да. Я не смотрела его целиком. Начала там немножечко смотреть и что-то как-то не продолжила, но безумно хочу его досмотреть до конца. Гарри Поттер. Тут даже говорить нечего. И «Сумерки». Я думаю, вы осознаете этот вайб, такой хмурый, осенний, но такой вот в то же время уютный. И последние 3 фильма, которым тоже хочется уделить небольшое внимание, это «Маленькие женщины», «Девочки Гилмор», по-моему, так называется, и «Леденящие душу приключения Сабрины». «Маленькие женщины» — это фильм, а 2 остальных — это сериалы. «Приключения Сабрины» я смотрела. Если честно, не помню уже почти ничего оттуда, потому что смотрела я его давно. И тоже надо бы пересмотреть. Давайте все вместе пересматривать, сделаем общий киномарафон. Следующий раздел у нас творчество и рукоделие. Хочется отдельно его тоже выделить, потому что лично для меня творчество и рукоделие — это как отдельная частичка жизни. У меня выходило кучу роликов на моем канале о том, как я что-то делаю из Pinterest, какие-то штучки, какие-то DIY у меня были. И просто любитель какой-то такой мелкой моторики, что-то делать своими руками. Это, во-первых, очень медитативно, затягивает и как будто бы отвлекает от всяких нервных, я не знаю, как сказать. Но вы поняли меня, я думаю. Первый пунктик — это гербарий из листьев или скрапбукинг. Вы можете собрать листики
на улице, какие-то красивые, яркие, красочные, сложить их под пресс между книгами, они у вас высохнут, и вы в дальнейшем можете их также использовать либо в скраббукинге, либо просто такую свою коллекцию, потому что у многих людей, я знаю, есть увлечение коллекционирования каких-то вещей, самых разных, и вполне вы можете коллекционировать разные листья, которые вы найдете на улице. Они все абсолютно разные, и за счет этого каждый из них уникален. По поводу скраббукинга вы можете найти на Пинтересте безумное количество всяких очень красивых и интересных идей разворотов ваших дневников, либо просто альбомов каких-то. Использовать можно абсолютно любые вещи, когда, например, кружево, какие-то листья из ненужных книг, какие-то наклеечки, те же самые листья, о которых мы говорили ранее. И таким образом составлять самые разные композиции. Следующий пунктик — это вязание. К примеру, могу вам предложить связать шарфик или носки. У меня на канале также была небольшая эпоха, когда я вязала самые разные вещи. Это было, по-моему, года 2 назад или 1,5. Вы вполне сейчас можете зайти и посмотреть эти ролики, но они у меня сделаны немного в другом стиле. У меня тогда была другая эра, так скажем. Вот, но я бы тоже хотела, если честно, вернуть то время, попробовать сейчас что-нибудь связать, потому что мне это действительно очень сильно нравилось. Следующий пунктик у нас похож на вязание, но это уже вышивание для любителей более, я даже не знаю, как сказать, но, по-моему, это немножечко более мелкая работа, чем вязание, хотя смотря каким крючком вы вяжете, да. Так что просто предлагаю вам также попробовать вышивать, если вы еще этого не делали. И последний пункт из этого раздела — это переделка или перестановка комнаты под осеннюю стилистику. Все-таки, я думаю, вам тоже будет приятнее находиться в комнате, и сразу же появится какое-то такое осеннее настроение, если вы оформите комнату таким образом. В Пинтересте также безумно много разных идей оформления в осеннем стиле, и, в принципе, на ютубе тоже вы можете просто вбить в поиск, как оформить комнату там в осеннем стиле, и у вас будет куча роликов на выбор. Следующий раздел у нас вытекает из этого пункта. Это тематические украшения для вашей комнаты. Как я уже сказала, вы можете попробовать создавать своими руками какие-нибудь поделочки, но в данном случае эти поделки предназначены для декорации вашей комнаты. Если у вас, например, мало денег и вы не хотите тратиться на украшение комнаты к определенному сезону просто. Пример, что вы можете сделать для декорирования в вашей комнате, это венок из осенних листьев. Он будет таким ярким акцентом либо над вашим рабочим столом, либо на входной двери в комнату. Вы можете, собственно, выбрать, куда вы его повесите. Также можно делать своими руками свечи. Они также дополнят установочку, например, на вашем рабочем столе, либо же на какой-нибудь полке. Смотря куда вы их поставите. Я, например, люблю ставить свечи на полку вот сюда, либо же на подоконник. Ну и еще одна идея, как вы можете украсить свою комнату или свою рабочую зону, это гирлянда. Можно сделать гирлянду также из листьев, можно сделать гирлянду из каких-то ярких флажков, которые будут по цветам напоминать вам осень, то есть это красный, оранжевый, желтый. И таким образом также сделать небольшой яркий акцент где-нибудь на вашей стене. Кроватью тоже можно повесить, например. Каждый раз в каждой своей подборке я отдельно выделяю следующий раздел, и это стиль и образы. В данном случае я вам предлагаю составить из образов, капсулу и образы, собственно, которые будут предназначены для вашей осени. Думаю, у вас часто бывает такое, что осенью не хочется просто выбирать себе аутфиты. Вы просто одеваете какую-нибудь первую попавшуюся под руку толстовку, просто чтобы закутаться. Но в то же время хочется как-то ярко выделиться, и поэтому можно создать для себя капсулу из аутфитов, которые будут красивыми, но в то же время и теплыми, чтобы не заморачиваться с придумыванием аутфитов уже на рабочей неделе, когда у вас нет времени. Из этого пункта можно
выделить следующий — это шопинг. В ваше свободное время вы можете не просто сидеть в телефоне, а выйти из дома и сходить в магазин. К примеру, если вы чаще всего заказываете вещи на маркетплейсах, я думаю, что вам это дается гораздо легче, я вас прекрасно понимаю, но ведь не обязательно выходить в магазин, чтобы что-то купить. Вы можете просто погулять, поймать какое-то вдохновение для покупок новой одежды, выделить для себя какие-то категории, сфоткать разную одежду в магазинах и уже отталкиваясь от нее находить похожие вещи в онлайн-маркетплейсах, когда вы вернетесь домой. И когда у вас уже есть одежда, когда у вас уже есть образы, я предлагаю вам сделать фотосессию для себя в осеннем стиле. Для вдохновения вы также можете зайти на Pinterest, поискать какие-нибудь фотки с осенними вайбами. В общем, вы можете попробовать сфоткаться и выложить тематические фотографии в осеннем стиле в свой профиль. Следующий раздел у нас — это уют и ритуалы, которые помогут вам расслабиться, вашу хандру и какую-то грусть переместить в более вдохновляющее русло. К примеру, вы можете заниматься рукоделием, делать свечи, варить свечи. Для этого есть много вариантов, но чтобы вам было легче, вы можете просто купить наборы для свечеварения. Они есть на разных маркетплейсах, можете их поискать и уже заказать для себя понравившиеся. Думаю, там много наборчиков с разными ароматами, запахами, и вы точно найдете себе какой-то, который вам понравится. Второй пунктик, который я также выделила и который поможет вам перебороть какую-то грусть, это медитация и йога под дождик, я это назвала так. Вообще, в чем суть данного пункта? Вы можете найти звук дождя на ютубе, под который вы можете сделать йогу или медитацию. Мне кажется, это будет довольно расслабляюще, успокаивающе и поможет пережить какой-то ваш учебный стресс, например, если вы, устаете очень сильно на учебе. Если вас накрывает после этого, можно помедитировать под этот звук. И я думаю, что вам станет легче, потому что когда я пробовала данную практику, можно так сказать, наверное, мне становилось легче. Мне кажется, что любому человеку, который испытывает стресс, нужно это попробовать. Следующий раздел, который я также выделила, но не знаю, как его назвать. Пишите в комментариях, можете предложить свой вариант. Этот раздел просто еще идеи или как-нибудь аналоги, я не знаю. В общем, здесь тоже у нас находятся два пункта, которые, возможно, прозвучит странно, но, как по мне, это очень интересный опыт. Если у вас есть родственники где-нибудь, которые находятся от вас далеко, в другом городе, если у вас есть друзья, которые находятся в другом городе, вы можете писать письма от руки и также использовать сургутную печать. Во-первых, это добавляет какой-то загадочности к данному процессу, осенней эстетичности, что ли, потому что лично у меня сургутная печать ассоциируется именно с осенью. И почему-то мне кажется, что у многих так. Хотя, если у вас нет, напишите в комментариях, с чем у вас ассоциируется сургутная печать. Так вот, вы можете данный ритуал превратить прям в какую-то традицию, наверное, даже так можно сказать, потому что, когда вы пишете какое-то свое письмо, вы можете добавлять также рисунки, вы можете добавлять засушенные листья, какие-то просто воспоминания, милые картиночки, и потом эти письма хранить как память о вашем общении. Следующее, что вы можете делать, это слушать свой плейлист или аудиокниги. К примеру, можно составить плейлист именно на осеннюю тематику, и также можно слушать аудиокниги. Думаю, для многих это будет актуально, так как сейчас довольно мало свободного времени, которое вы можете посвятить книгам, именно прочтению глазами. А когда вы слушаете аудиокнигу, вы можете параллельно заниматься какими-то еще своими делами и сэкономить таким образом себе время. Следующий раздел я назвала тематические события. Первое, что можно сделать, это устроить пижамную вечеринку в стиле какого-то определенного праздника, например, в стиле Хэллоуина. Думаю, объяснять не нужно, что вы можете делать на данной ночевке. Помню, когда я была маленькая, и мы общались с подругой, мы устроили очень классную хэллоуинскую вечеринку. Я в таком лютом восторге была, до сих пор помню. Это какое-то такое приятное детское воспоминание, хоть я тогда и не осталась у нее на ночь, но мы делали кучу разных рецептиков. Типа, помните, были рецепты с печеньками Орео раздробленными, типа это земля, и туда можно было положить желейных червячков. Червячки в земле, я думаю, вы поняли. И
нам было действительно весело в тот момент. Я бы повторила данный экспириенс, потому что мне реально это очень приятное воспоминание из детства сейчас. Также можно просто устроить пижамную вечеринку, которая не будет относиться к тематике Хэллоуина. Если вы такое не особо любите, думаю, есть такие люди, все мы разные, да. Можно просто позвать своих подруг, сделать обычные какие-то угощения, посмотреть подборку фильмов, о которых я, например, говорила уже ранее в видео, и просто провести весело время. Конечно, как же без пикника? Пикник же не обязательно должен у нас быть летом, да, можно сделать именно осенний пикник с какими-то определенными тоже рецептами. Например, взять с собой глинтвейн, не обязательно даже алкогольный, можно безалкогольный. Можно также приготовить какие-нибудь печеньки, взять какую-то еще еду и просто провести весело время. Но мне кажется, пикник лучше делать вот сейчас, либо в сентябре, либо ранним октябрем, потому что дальше уже будет холоднее и будет сильный ветер. Ну и последнее, но тоже довольно интересное, что вы можете сделать, это сходить в театр, галерею или музей. Думаю, у многих было желание сходить по таким вот мероприятиям, но вы всегда откладывали, думали, да боже, вот в следующий раз, на следующих выходных точно схожу. Но если вы сидите дома просто и киснете, если у вас нет настроения, мотивации какой-то что-то делать, мне кажется, это отлично разбавит ваши будни, ваши выходные, например, когда у вас есть свободное время, вы можете таким образом отвлечься и внести каких-то красок в эту скучную осень. Следующий раздел у нас завершающий, и он называется «Детокс и рефлексия». Я назвала его так, потому что данные занятия не требуют какой-то особой подготовки, и благодаря им вы сможете разгрузить свой мозг. Первое, что вы можете сделать, это устроить себе отдых без телефона. Думаю, сейчас, особенно в сентябре, я опять об этом говорю, но мне кажется, это факт. Сейчас очень много вы пользуетесь телефоном для той же самой учебы. Благодаря данному пункту вы можете дать своему мозгу разгрузиться, отдохнуть, не потреблять просто беспорядочный контент. Можно просто, например, выделить себе день, когда вы не учитесь, субботу, либо воскресенье, если вы по субботам учитесь, и просто отдохнуть от бесконечной информации, которую вы получаете. Также, если вы, например, устроили себе тот же самый отдых от телефона, можно заняться тем, что создать капсулу времени осеннюю. В чем заключается вообще суть данной идеи? Вы просто берете небольшую коробочку, либо просто пакет, либо еще что-то, куда можно складывать вещи, и собираете туда все, что у вас ассоциируется с этой осенью. Это могут быть какие-нибудь билеты с походов в музеи, театры, это могут быть какие-нибудь открыточки, это могут быть засушенные листья. Все, что угодно, что у вас ассоциируется с этим периодом. В дальнейшем можно делать не только капсулу времени, например, осени, можно делать капсулу времени какого-то года, можно просто собирать памятные вещички. Я, например, делаю именно так, просто собираю вещи, которые у меня ассоциируются с приятными воспоминаниями. И мне очень нравится потом перебирать эту коробочку. Следующий пункт, который я тоже хотела бы осуществить, это приготовить определенные осенние рецепты. Сейчас составлю вам небольшой списочек, что вы сможете приготовить, и запишу его вот здесь для вас, чтобы вам было удобнее. Можете потом, кстати, заскринить. Первое, что вы можете приготовить, это тыквенный суп-пюре с гренками. Если что, можно просто в поиске забить рецепт данного блюда. Следующее, что у вас тоже может ассоциироваться с осенью, как у меня, это шарлотка или яблочный пирог, как его еще можно назвать. Также можно приготовить горячий шоколад или яблочный сидр, это просто из напитков. И печенье, например, с шоколадом или орехом, тоже как вариант просто для какого-то десерта, да. Ну и, конечно же, хочу для вас выделить тоже довольно важный, по моему мнению, пункт. Я о нем почему-то всегда говорю. Это музыка. Музыка всегда нам доставляет вайбик, настроение, да. И это будет завершающий пункт из нашего видео. Вы можете создать себе плейлист с осенними песнями, которые будут вас вдохновлять и мотивировать. На этом все. Очень благодарна вам за то, что вы досмотрели данный ролик. Если он был для вас полезным, напишите об этом в комментариях, напишите, что вы будете делать этой осенью, и напишите, если у вас вообще осеннее настроение, делали ли вы, например, переделку комнаты. Я буду рада почитать ваши комментарии. Подписывайтесь на все мои остальные соцсети, обязательно подписывайтесь на этот канал. Я вам очень благодарна, когда вы активничаете под моими видео. Увидимся с вами в новых роликах или в предыдущих. Всем пока-пока!